Минске начался суд над блогером Павлом Спириным. Автору нашумевшего фильма «Грань» о том, как МВД покрывает наркобизнес в нашей стране, грозит до 5 лет лишения свободы. В материалах уголовного дела указано, что в видеоролике блогера содержатся призывы к насильственным действиям против сотрудников ОМОНа и других должностных лиц. Однако Павел с обвинениями не согласен и намерен отстаивать свои права до последнего. Стоит отметить, что в своем фильме Спирин поднял крайне актуальную для Беларуси тему уголовных дел по наркотической статье 328. По ней за решетку попадает огромное количество несовершеннолетних детей на сроки до 10 лет лишения свободы. При этом органы милиции почему-то не ищут истинных владельцев преступного наркобизнеса, а довольствуются только теми, кого они вовлекают в распространение. В любой непонятной ситуации вызывай космонавтов. Такого правила жизни придерживается заведующая почтового отделения на улице Мавра, 33 в Минске. Вчера вечером перед закрытием в здании собралось очень много людей, чтобы забрать свои посылки. Это нормально, ведь днем люди работают. Чего нельзя сказать про сотрудников почты, которым надоело обслуживать столпившихся клиентов, и те не нашли ничего лучше, кроме как вызвать ОМОН. Те примчались быстро и в полном обмундировании, выгнали особо опасных преступников из отделения, еще долгое время дежурили у здания почты, чтобы, не дай бог, кто-то не обидел заведующую. Власти Витебской области начали распродавать десятки школ и детских садов. Речь идет о так называемых заброшках, которые появились по всей стране после провала программы нелегитимного по возрождению села. В свое время нерентабельные колхозы и агрогородки вкладывались сотни миллионов долларов. Там строились дома для молодых специалистов и другие объекты, которые по задумке Лукашенко должны были привлечь много новоявленных сельчан. Но эта идея с треском провалилась. Крыши свежепостроенных домов уже через месяц начинали протекать. А люди, глядя на реальный уровень жизни в деревне, который упал в разы за последние 20 лет, предпочли остаться в городах, а то и вовсе уехать из страны. Поэтому, чтобы вернуть хоть часть денег, вложенных в никому не нужный неликвид, чиновники выставили умирающие колхозы на продажу. Вот только кому понадобится вся эта роскошь? Девушка-инвалид и ее знакомая, которые собирали подписи за отзыв неблагонадежного делегата Всебелорусского народного собрания, были брутально задержаны и доставлены на Окрестино. Несмотря на то, что активистки не нарушали закон, а лишь реализовывали свое конституционное право, им вменили незаконное пикетирование. Задержание происходило напротив столичного кафе «Елки-палки», владелец которого отказался предоставить записи с камер видеонаблюдения, даже по адвокатскому запросу. Артур Манукян просто послал потерпевших, сославшись на то, что у него выходной, и вообще их проблемы его не волнуют. Отметим, что девушку с инвалидностью выпустили из изолятора спустя 4 часа, а вот вторая осталась за решеткой. Им обеим грозит по 15 суток. Слонимский суд назначил год домашней химии матери в декрете за моральное страдание сотрудника ОМОНа. Екатерину Салевич обвинили в том, что она сделала репост картинки с личными данными силовика в одном из телеграм-чатов, сопроводив его якобы оскорбительным комментарием. Сама женщина факт того, что делала такую запись, не отрицала, но написанное считает личным мнением. В свою очередь, обиженный ОМОНовец испугался чего-то настолько, что даже требовал сделать суд закрытым. Однако судья это ходатайство отклонила. Тем не менее, силовику все же удалось стрясти с женщины, единственным доходом которой в настоящее время является пособие на ребенка, 1000 рублей компенсации тяжких моральных страданий. Особенно издевательски в этом контексте прозвучало его заявление о намерении перечислить эти деньги в дом малютки. Ни дня без приключений. Морозы в Беларуси закончились, а аварии на теплосетях продолжаются. На этот раз трубу прорвало на улице Краснозвездной Минске. Из-под земли шли огромные клубы пара. Но проблемы в последнее время не только с отоплением и затапливанием домов. Вчера в Минске горела проводка фонарного столба, а в Гомеле и вовсе взорвалась и воспламенилась контактная сеть троллейбуса, из-за чего долгое время было парализовано движение. Кроме того, из-за халатности коммунальщиков в художественном комбинате провалился кусок крыши, после чего были затоплены художественные мастерские, в том числе и Белорусский дом графики. Но, судя по всему, коммунальные катастрофы в Беларуси скоро станут нормой жизни, ведь в бюджете на этот год сильнее всего урезали как раз расходы на ЖКХ. Сразу на 114 миллионов рублей или на 23%. Серьезно, надо же на чем-то экономить, ведь новые мерседесы для кортежа охраны Лукашенко удовольствие не дешевое. Напомню, что недавно на их закупку было потрачено 2 миллиона евро.
А пока Лукашенко транжирит государственный бюджет на дорогие игрушки, белорусы собирают деньги на лечение ребенка. Маленький Матвей из Бреста страдает двусторонней тугоухостью. Операция на лечение стоит 32 тысячи евро. Брестяне не смогли остаться в стороне и нашли оригинальный способ помочь мальчику. В независимом культурном пространстве была организована гаражная распродажа, а все вырученные за проданные вещи деньги пойдут на операцию Матвея. Уже удалось собрать более 15 тысяч евро. Эта история лишний раз показывает, насколько белорусы чуткие и отзывчивые люди. Когда государство отвернулось от народа, народ друг друга в беде не оставит. В описании к этому видео мы оставим реквизиты для помощи. И это все на сегодня. Не забывайте заходить на наш сайт zubr.media, где вы также найдете много интересных новостей. До встречи завтра и живе Беларусь!